Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Хочу поделиться рецептом очень вкусного творожно-бананового торта с ягодным джемом. Торт получается нереально вкусный и ароматный. Кстати, вместо джема можно использовать варенье или повидло. Это не принципиально важно. Торт по данному рецепту получается всегда очень вкусный и ароматный. А самое главное, из простых и доступных продуктов. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. В белки добавляю сахар, соль и ванилин. Взбиваю на высоких оборотах миксера до получения стабильной меренги. Рекомендую использовать белки комнатной температуры, тогда они лучше взобьются. Вот такая стабильная меренга, которая устойчиво держится на лопастях миксера, получилась. Этими же венчиками вымешиваю желтки, чтобы желтки хорошо посветлели. Желтки добавляю в взбитую меренгу и недолго перемешиваю, чтобы получилась однородная желтково-белковая смесь. Далее просеиваю муку и кукурузный крахмал через мелкое сито. Добавляю разрыхлитель. Осторожно перемешиваю тесто миксером под углом 45 градусов, чтобы оно насыщалось кислородом. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Продолжаю вымешивать до однородного бисквитного теста. Долго вымешивать не надо, главное, чтобы мука основательно вмешалась в тесто. Форму диаметром 21 см с предварительно выстеленной пекарской бумагой и смазанной по бортам сливочным маслом выкладываю все бисквитное тесто. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут. Выпеченный бисквит оставляю на решетке до полного остывания, а затем убираю в холодильник для охлаждения. Для крема в мягкое масло добавляю сахарную пудру. Тщательно вымешиваю миксером в течение 2-3 минут, чтобы масса стала пышная и светлая. Очень важно тщательно вымесить масло. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Добавляю ванильный экстракт. Вместо ванильного экстракта можно добавить коньяк. Либо вообще ничего не добавлять, так как творожно-банановый крем очень вкусный и ароматный. Окончательно перемешиваю миксером, чтобы получился масляный крем. В жирный творог добавляю 2 спелых банана. Рекомендую использовать именно спелые бананы или хорошо переспелые, так как недоспелые бананы сделают творожную массу неоднородной, а спелые бананы хорошо вмешиваются и творожная смесь получается однородная. Пробиваю бананы с творогом погружным блендером. Творог обязательно не менее 9% жирности. Если ваш творог меньше процентной жирности, добавьте немного сливок, и тогда банан основательно вмешается в ваш творог. Вот такая творожно-банановая смесь получилась. В творожно-банановую смесь добавляю взбитое масло. Перемешиваю миксером, чтобы получился однородный творожно-банановый крем. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю миксером до получения творожно-бананового крема. Вот такой мягкий творожно-банановый крем в итоге получился. Холодный бисквит разрезаю на 3 бисквитных коржа. Друзья, очень важно разрезать именно холодный бисквит, потому что если вы будете резать бисквит в комнатной температуре, он просто у вас может поломаться. Внутри бисквитные коржи получились довольно пористые и очень мягкие. На поверхность для сборки торта наношу немного крема для устойчивости. Сверху выкладываю первый бисквитный корж срезом вверх. Далее наношу на бисквитный корж ягодный джем. Затем распределяю джем удобной палеткой. Если нет в наличии палетки, распределите джем удобной лопаткой или ножом. Кстати, друзья, как я и говорил, вместо ягодного джема можно использовать варенье или повидло. Все, как говорится, на ваш вкус. Сверху выкладываю порцию крема. Распределяю крем по всей поверхности выпечки палеткой. Распределяю крем палеткой таким образом, чтобы сформировался ободок, который стабильно будет придерживать торт, формируя цилиндр, чтобы не получился бочонок. Далее укладываю второй бисквитный корж и, повторяя идентичные манипуляции, собираю торт. Друзья, спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии и делится моими рецептами в своих социальных сетях. Любая ваша активность продвигает канал в рейтинге, а меня мотивирует публиковать больше проверенных и стабильных рецептов, которые я всегда тестирую на своей кухне. Я обычно использую на этот рецепт именно ягодный джем, потому что получается очень красивый, красная прослойка и интересный разрез. Если же у вас просто фруктовый какой-то джем, либо из абрикосов, можно также использовать именно его. Будет не менее вкусно, просто будет отличаться разрез по внешнему виду.
Иногда я даже использую яблочное пюре, которое также отлично сочетается в этом рецепте. То есть в данном случае любой вариант — это ягодная фруктовая начинка на ваше усмотрение, какая вам нравится. Повидло, джем или варенье. Оставшийся крем равномерно распределяю палеткой по всему торту, выравнивая его, формируя цилиндр. Если в наличии есть шпатель удобный, можете формировать крем шпателем. Если же у вас нет ни палетки, ни шпателя, воспользуйтесь просто широким ножом. В качестве декора я рисую спиральку при помощи той же самой палетки. Узор также можно нанести ложкой либо вилкой. То есть в данном случае, как будет выглядеть торт, какой будет узор, это все на ваше усмотрение. В данном случае, как говорится, чем проще, тем лучше, потому что торт не предполагает какого-то сложного декора или оформления. Готовый торт убираю в холодильник минимум на 5 часов для стабилизации. Творожно-банановый торт получился невероятно вкусный и нежный. Бисквитные коржи очень напитанные благодаря ягодному джему. Творог с бананами — это отличная начинка, которая понравится всем любителям нежных бисквитов и вкусных ароматных десертов. Данный торт придется по вкусу даже тем, кто очень спокойно относится к творогу. Обязательно приготовьте этот торт для себя и своих близких. Спасибо за подписку, лайки, комментарии, тем самым вы продвигаете канал.